Давайте вернемся к тому, почему это случилось. Вы говорили о том, что на тот момент погибла его мама. Она погибла сразу на месте. Он руководитель крупного предприятия в городе Борисове. Ему не дали ничего. Его даже не лишили водительского удостоверения. Его полностью оправдали. Моя оказалась дочь виновата. Разве вот это совместимо с тем, что мой ребенок, несовершеннолетний, получил 9 лет, он никого не убил, он не совершил ничего плохого. Хотя он, конечно, виноват, что он этим занялся. Но его на это толкнула, наверное, нужда. Я так думаю. Все думают, что мне легко это перенести, вот 3,5 года выдержать. В письмах пишет, и по секрету, и я приезжаю, и он мне говорит, а по ночам я плачу, потому что я хочу домой. Я хочу домой, я все понял. Мне достаточно было одного даже СИЗО Жодинского, чтобы понять, как я поступил неправильно. Прежде чем начать, не забудь поставить лайк и подписаться на наш канал прямо сейчас. У Димы, моего внука, погибла мама. Погибла в автомобильной катастрофе. Суда не было, потому что признали мою дочь виновной, что она переходила улицу не в том месте, в темное время суток. Он сделал все для того, чтобы не совершить наезд, но это произошло. И почему его не наказали, и почему дело не дошло до суда, я не знаю. И, естественно, я у него осталась одна. Папы не было. Папы нет. Мы вдвоем, здесь нам никто не помогает. Мы приехали в свое время сюда, у меня здесь жили родители, и я хотела им помочь, но так как жизнь не вечна, они умерли, и мы остались здесь жить втроем. И вот случилась такая беда. И мы оказались в очень тяжелом материальном положении, потому что я получала только пенсию, не работала. И Сколько за коммуналку? За коммуналку мы платим сейчас все вместе со всеми услугами, светом, водой, 80 рублей. Когда мама погибла, у нее была пенсия, у нее, кстати, была инвалидность, она была инвалид 2 группы, но она подрабатывала и приносила деньги, естественно, в семью. И как бы мы сводили концы с концами, но ребенок занимался, нужны были, новая одежда для того, чтобы заниматься, новые кроссовки, были соревнования. И вот когда это все случилось, мама погибла, мы ее похоронили, все легло на мои только плечи. И мне было очень трудно ему помочь. Во время того, что я оформила опекунство, мы получили 2-3 месяца, я получала пособие. 210 рублей на тот момент мы получали. И, естественно, для того, чтобы приобрести ему обмундирование, для того, чтобы он выступил на соревнованиях, эту сумму превышала. И я не могла ему этого сделать. И я его попросила подождать. Но он мне ответил, что я справлюсь сам. И я его спросила, каким образом? Он говорит, может быть, схожу на базар, потаскаю ящики и прочее.
Ну, я ему поверила. В общем-то, у нас с ним были всегда очень доверительные отношения. Он меня никогда не обманывал. Он не пил, не курил, никогда нигде не задерживался. Был, ну, в общем-то, положительный парень. Понимаете? И я ему всегда верила. Но почему это случилось? Я все-таки думаю, что это случилось, потому что очень надо было. И он, наверное, ну, как сказать... Не перекладывать свои проблемы на ваши плечи и решить это каким-то своим способом. Да, возможно, это так и было. И даже сейчас, сидя в колонии, когда я еду, он мне всегда говорит: бабушка, не вези мне передачу, потому что очень трудно тебе. И я справлюсь. Я не голодный. Как бы купи себе что-нибудь. Ты большего заслужила. Вот это его слова. Это произошло через полгода. Он вышел из дома, встретился с ребятами, и в этот момент подошел к нему сотрудник в гражданском, заломил ему руки, и его арестовали. И увезли, сразу приехала машина, и его увезли. Мне в тот момент, когда его задержали, никто в течение 2 часов об этом не сообщил. Мне пришли мальчики, с которыми он был, и они пришли и сказали, что Диму задержала милиция. А сколько ему тогда было лет? 16 лет. Через 2 часа после этого, как его задержали, приехал ОМОН, приехал следователь, и дома произвели обыск. В результате обыска ничего не нашли. У нас конфисковали, ну, естественно, не конфисковали, а забрали компьютер, телефоны, проверили все его там записи. Но в телефонах, в компьютере у него ничего не нашли, и это нам все вернули в течение года. После того, как у нас произвели обыск, меня доставили уже в отделение. И в отделении до 4 часов утра я вообще ничего не могла понять. И, видя состояние ребенка, у него дрожали руки, слезы были на глазах. Но адвокат его не защитил. И она не пошла с ним на разговор. Он не врал ничего. Он все честно рассказал. Но на эти моменты никто не обратил внимания. Сколько лет назад это было? Это было ровно 3,5 года назад. То есть он уже 3,5 года сидит? Да, он уже находится 3,5 года в детской воспитательной колонии номер 2. Суд вынес решение на какой срок? Сколько ему еще осталось? Во время суда он объяснял причину, и, естественно, он во всем честно признался. Он признал свою вину. Прокурор попросил 10 лет. Вынесли ему приговор 9 лет. По части 3. По части 3, да. Получается, что в начале, по сути, государство, потому что раз вынесли такое решение, что тот, кто убил его маму, не виноват, отнял его маму, а потом... Забрали его. А потом забрали его у меня. И я осталась одна. Вас лишили родительских прав? Да, меня лишили, как его задержали, меня лишили родительских прав. И я теперь уже не законный представитель, я просто бабушка. С какого дня ему предоставили адвоката? Когда задержали или на следующий день? Я спрашиваю так, потому что вот в предыдущих историях я хотел бы сравнить
Получалось так, что ребенка вначале задерживали, составляли дело на него, и адвокат появлялся уже на следующий день и подписывал все бумаги, и, по сути, уже функцию защиты как таковой не выполнял. Мне интересно сравнить с вашим делом. На момент, когда после обыска из квартиры привезли меня в отделение милиции, адвоката не было. То есть она появилась когда? Она появилась наверняка это на следующий день. Да. И этот адвокат был с ним до самого конца, до суда. Вы уже не нанимали адвоката? Нет, мы не нанимали, она как бы вела его дело. Но когда у нас назначили суд в январе, она не пришла на суд. Я позвонила ей и спросила, в чем дело? Она сказала, что у нее есть более другие дела, более интересные. И я думаю, что это было связано с материальными затруднениями, потому что я не могла платить, она была бесплатной. А где-то у нее было дело, где она наверняка ей за это платили. И на суд она не пришла. Она попросила адвоката другого, который вообще не был знаком с делом. И когда мы с ней увиделись в зале суда, я спросила, а где Людмила Евгеньевна? Она сказала, а у нее другое дело. И мне ничего не оставалось делать, потому что вообще без адвоката мы вообще ничего не могли сделать. Ну, в принципе, адвокат нам вообще не помог. Понимаете, вообще. А этот адвокат, Людмила Евгеньевна, в течение всех допросов всегда нам говорила, ничего уже не изменится. Вы получите 10 лет. Все время. Она вот так говорила. Хотя изменилось, но срок все равно не такой и маленький. Изменилось на 9 лет, но, видимо, она уже, прочитав дело и понимая, что она исполняет там только функцию подписи и никого защищать не должна, как на ваш взгляд, вообще адвокаты в нашей стране есть такие адвокаты, которые могли бы пойти до конца и защитить? Или это только ложится на плечи родителей, если он разбирается в законе и может доказать невиновность? Мое мнение, что таких адвокатов нет. Может быть, где-то и есть, но я слышу от всех родных, которых дети сидят, что родители платят и по $1000, и по $5000 платят, а результата никакого. Абсолютно ноль. Еще, мне кажется, ни один адвокат не выиграл дело, чтобы вообще перебили, например, 3-ю часть на 2-ю или на 1-ю. По-моему, этого не было. Ни одного случая. То есть тут ложится все на плечи родителя, если он сможет доказать невиновность. Да, это все лежит на плечах родителей. А родителей никто не слушает. У них все. Вот виноват, вот он совершил, он преступник. Подавала на пересуд в Минский областной суд, был отказ. Сейчас на данный момент мы подали в Верховный суд, но так как у нас нет больших денег для того, чтобы заплатить адвокату, чтобы он составил более грамотно, мы с ним вдвоем пишем, читаем уголовный кодекс и отправляем самостоятельно. И сейчас мы ждем ответ из Верховного суда. Наверное, в нашей ситуации, когда мама не может защитить своего ребенка, у бабушки прав еще меньше. Или есть какое-то отличие? Вот вы, когда еще были законным представителем его, вам давал слово суд или он просто зачитывал приговор и... На суде мне давали последнее слово. Я выступала, я задавала вопрос по поводу того, что когда привели Диму в суд, посадили в клетку, поставили 2 милиционера, на руках у него были наручники. И я попросила вопрос, у судьи задала, неужели нельзя снять наручники с несовершеннолетнего ребенка? Он что, преступник? Он совершил, убил кого-то или он будет убегать отсюда? Он вам во всем честно признался. Он признал свою вину. Судья в ответ мне сказала, вопросы здесь задает судья. Это был ответ судьи. И наручники у него с рук не сняли. Суд был
в течение 3 дней 3 раза был суд. И все время он был в наручниках. И рядом 2 милиционера. Как только его задержали, естественно, сообщили в органы опеки. И органы опеки, я перед этим только получила пенсию за него, эти 200 рублей. И еще даже не потратила, а его уже задержали. Они мне сказали, привезите эти деньги обратно, потому что месяц наперед, а его задержали. Я говорю, а если я их потратила? Она говорит, ну не знаю, все равно нужно вернуть, потому что он уже осужден. Хотя я считаю, что органы опеки обязаны были точно так же прийти на суд и защищать права несовершеннолетнего ребенка. Никто не пришел, никто его не защищал. Тут 2 момента, которые мне непонятны. Они платили за попечительство, вы, получается, из-за того, что вы его усыновили, они выплачивали, да. И они в момент, когда вы задержали, сразу захотели, чтобы вы... Вернула полученные деньги за этот месяц. Вот его арестовали 23 октября. Значит, за октябрь я должна была вернуть деньги, и я их вернула. И я обязана была отчитываться каждый месяц, куда я их потратила. Значит, отчет должна была произвести. Он сейчас работает в тюрьме или учится? В детской колонии на данный этап он учится в ПТУ на столяра. И работу, которую он выполняет, это получается по специальности. На проволоку его не посылают сейчас, но первый год, когда он приехал, он работал, и они все работают по 4 часа на проволоке. Проволока – это белшина? Белшина, да, они вот вытаскивают проволоку. У него, конечно, первый год, когда он работал, были все руки синие, все были в этом, но вот сейчас он уже получает 2-ю специальность там, получил специальность столяра, и вот сейчас получает специальность слесаря. И поэтому он в основном выполняет работы, которые как практика по металлу, там, по дереву. И на промзону, именно на проволоку, его не посылают. А может быть, у вас есть справки, ему выплачивают официально какую-то зарплату? Справка у меня имеется. Я делала официальный запрос по поводу того, что же он получает. Все-таки он же что-то выполняет. Вот они сделали двери, которые, допустим, где-то они, может быть, продавались. Или он мне говорил, что они для колледжа делали двери там в самом Бобруйске. И мне прислали справку за год, за 18-й год. 0 копеек. Ничего он не получил. 0 копеек? Я вам могу показать официальную справку. Вот она. Заработное денежное пособие, ничего не получил. То есть, получается, а вот эти цифры? Вот эти цифры я уточнила. Говорю, это что, ты получил или не получил? Он говорит, нет, я этих денег не получал. Это за работу на белшине? Вот это за работу в 2018 году он на белшине не работал. Это за работу по профессии столяра, да, по профессии столяра, что по изготовлению дверей. Так как он сидит в колонии, и ему очень тяжело, никто не может помочь ни мне, ни ему, я вынуждена пойти работать дворником. Я получаю сейчас 280 рублей. Эти 280 рублей практически я езжу к нему на свидание, привожу ему продукты, присылаю какие-то небольшие деньги, чтобы он смог приобрести что-то из еды. Получается, что убийство вашей дочери – это 0 лет для человека, который занимает высокую должность в Борисове, а преступление, в котором ребенок признается и все рассказывает следователям, его садят на 9 лет, и за эти 3-4 года никаких послаблений. И он говорит мне такие слова, которые очень сильно ранят душу.
У меня такое чувство, бабушка, что я здесь родился и здесь живу. Он уже забыл свой дом, его забыли друзья, хотя он все время в надежде, что друг какой-то напишет. Год, первый, два, друзья писали письма. Сейчас он одинок. В принципе, у него только одна я. И я думаю, что очень ему будет тяжело. И хочу сказать, наверное, что все-таки суд несправедлив. Не должно быть такого наказания. Жестокого. Это даже, может быть, можно сказать, что это жестокое наказание. Да, он виноват. И любой мальчик, который и девочка совершают какое-то преступление, это преступление. Они виноваты, но не на такой большой срок. 9, 10, 8 лет – это очень большой срок. Вот он отсидел 3,5 года, и я думаю, что ему достаточно. Он понял, он стремится к исправлению, он хочет домой, но боится, он боится выйти. Он мне все время спрашивает, как я буду? Бабушка, я просто даже не представляю, как я войду в дом, где я жил столько лет, и как мне быть, я не знаю. Я не знаю, как я смогу себе зарабатывать на жизнь, возьмут ли меня на работу. И вы знаете, самое главное, что они сами не верят в то, что им предоставят, не то, что предоставят, а их помилуют. Он говорит, он мне всегда говорит, не рассчитывай, я, наверное, весь срок отсижу. Вы представляете, что такое 9 лет для ребенка? Это просто ужас. Они не верят ни во что, они не верят в правосудие, они не верят ни во что, они только верят в своих мам, которые ходят, бьют, оббивают пороги следственных комитетов, Верховного суда и даже парламента, который обещал в этом году, вернее в декабре месяце, сделать какие-то послабления детям по статье 328, ничего не сделали. И наши дети ни во что не верят. Хотя, конечно, я думаю, что у каждого, у ребенка где-то в глубине души есть, конечно, надежда, что он оттуда очень скоро уйдет. Вы рассказывали, что он там самый веселый в колонии. Да, он, знаете, это маска, это скрывает свои чувства. Он как бы шутник, балагур, он занимается спортом, участвует в соревнованиях, прислал мне 2 грамоты, что соревнования были по волейболу, наградили, их команда выиграла 2 место. Он занимается в драматическом кружке, он пишет песни, стихи, сам их исполняет. Я приезжала к нему на родительскую субботу, это день открытых дверей, когда родителям разрешают посещать колонию и все показывают. И мы с родителями смотрели этот концерт. Это, конечно, было, знаете, это рыдал весь зал, потому что мальчишки, которые уже просидели 3 года, которые выросли, которые стали уже, можно сказать, мужчинами, а все равно они дети. Все равно они дети. И, конечно, я надеюсь, что все-таки, может быть, наше государство пересмотрит эти дела и поймет, и сделает какие-то послабления для наших детей. Мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы их отпустили всех домой, потому что дом – это как бы причал, понимаете, и семья, она вылечит этого ребенка, и они уже даже год просидевшие там, они уже начинают понимать, как они поступили неправильно. И мне кажется, что сейчас единственное – это только амнистия. Понимаете, чтобы этот ребенок, несовершеннолетние, пришли домой и под крылом мамы, понимая сами, что они уже вынесли столько испытаний, мне кажется, они стали на истинный путь. И я думаю, что все-таки мы чего-то добьемся. Мы, по крайней мере, стараемся.
прокомментируйте это видео. Не стоит молчать.